Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Long Swim. Тем, кто смотрит это видео, всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. Тема сегодняшнего видео – как не саботировать свои привычки. В предыдущих видео мы уже рассказывали о том, что привычка – это очень классно, привычка исполнять свои мечты – это очень замечательно. И теперь давайте рассмотрим следующую стадию после того, как вы уже сделали свою привычку, почему мы ее саботируем, как с этим бороться и что из этого получится. Возвращаюсь к миссии колеса жизненного баланса Long Swim. Это стремление к профессиональному и личному долголетию. И если мы живем долго, у нас рождаются привычки, или мы немножко чередуем свои привычки вредные, не очень хорошие с полезными привычками, соблюдаем баланс, полезных привычек должно быть больше. И возникает иногда такое явление, особенно на разных возрастных периодах, желание просаботировать свои привычки. И давайте с этим вопросом разбираться. Итак, усаживайтесь поудобнее, пишите комментарии, ставьте лайки, нажимайте кнопку «Поделиться», пересылайте это видео всем своим друзьям и знакомым. В наших видео есть много интересной и полезной информации. Итак, цель саботажа привычек. Первое. Найти лучший вариант решения. Мы рассматриваем положительную динамику. То есть, если мы саботируем какую-то привычку, у нас возникает, скорее всего, положительный план улучшить эту привычку, не масштабировать те действия, которые для нас кажутся очень сильно многозатратными или несут очень тяжелую эмоциональную нагрузку. И следующий фактор саботажа или цель саботажа – это подтвердить важность привычки. И вы, наверное, уже сталкивались не раз с такой ситуацией. У вас есть какая-то привычка, вы ее делаете, и один раз в год или один раз в 2 года вас посещает такое желание, почему я эту привычку делаю, вообще стоит ли это делать, другие не делают, и как с этим быть. Тогда вы уже садитесь и спокойненько начинаете понимать, эта привычка только у вас, среди ваших родных и близких, среди вашего окружения этой привычки нет. И что же с этим делать? Быть как все или попробовать, наоборот, друзей и окружения в эту привычку посвятить. Разбираем такую простую привычку, как бегать по утрам или плавать по утрам, кому как нравится. Пишите в комментариях, мы ждем вашей дискуссии. У кого есть какая история успеха, пожалуйста, расскажите свою историю успеха, чтобы не только мы вдохновляли зрителей на хорошие дела, но чтобы вы своим практическим примером сказали, что да, я и слушатель превратился в того человека, который уже достиг чего-то, и этим, чего он достиг, делюсь с вами, дорогие зрители, дорогие читатели. Это первый признак состояния 8-10, и поэтому, когда мы просим вас поделиться своей историей успеха, мы надеемся, что вы в состоянии 8-10, которое у вас возникло на 1-2 дня, делитесь своей историей успеха во весь мир, не стесняйтесь писать подробности и не стесняйтесь своих чувств, которые вас переполняют, и эти чувства положительные. Итак, саботаж – это нормальный процесс, он возникает периодически, не стоит этого бояться. И если вы находитесь в состоянии 0,4, скорее всего, саботаж привычек будет вас приводить в панику. Как исправить свое состояние 0,4? Смотрите предыдущее видео. Особенно рекомендую плейлист «Колесо жизненного баланса» для любимого человека, потому что в себе разбираться гораздо сложнее, гораздо проще разобраться в своем любимом человеке, потому что он родной, близкий, он рядом. Второй момент – в родном, близком человеке вы сразу увидите то, что на виду, с чем вы реально сталкиваетесь. Почему? Потому что копаться в себе, разбираться в себе, улучшать себя – это очень трудоемкий процесс, он требует очень хорошей проработки сферы духовной, роста и творчества, прежде всего у себя, поэтому методика колеса жизненного баланса, улучшение взаимоотношений с любимым человеком говорит о том, что проработайте колесо жизненного баланса, то есть опишите, чего вы хотите у себя, опишите, чего хочет ваш любимый человек, обменяйтесь данными, и вы увидите, что у вас, скорее всего, много общего, и на этом много общего можете сосредоточиться, а вы не сосредотачиваетесь на тех противоречиях, которые вы вдруг посчитали, вы увидели, и они должны быть главными во взаимоотношениях. Итак, как избавиться от саботажа привычек? Мы не говорим о том, это полезная или не очень полезная привычка, мы просто говорим о том, что первое ключевое слово – саботаж, и саботаж, он тянет за собой расход эмоциональных сил, физических сил, а колесо жизненного баланса говорит о том, что через сферу яркой жизни мы распределяем все свое время, зная свои цели, и когда мы от своей цели уходим куда-то в нереализацию своих целей, это уже осознанный выбор, и причина чаще всего лежит в сфере яркость жизни. Вот здесь вот сфера яркость жизни находится. Те, кто колесо жизненного баланса использует для того, чтобы
в профессиональной практике было легче, психологи, психотерапевты, они уже это понимают, и 80% всех проблем можно решить через сферу яркой жизни, когда человек понимает, что баланс между запланированным и сделанным лежит в сфере яркой жизни, баланс между отдыхом и работой лежит в сфере яркой жизни. И, собственно говоря, ощущение счастья, почему сфера называется яркой жизни, находится в сфере яркой жизни, вы понимаете, что сфера яркой жизни – ключ к решению очень многих проблемных ситуаций, которые для других теорий являются тупиковыми. Итак, первое – это сортировка привычек. Мы все привычки сортируем по сферам. У нас есть 8 сфер, и мы как-то соотносим. Эта привычка больше относится к этой сфере, допустим, сфере яркой жизни. То есть у нас привычка не отдыхать. Почему мы саботируем привычку отдыхать? Проработали, записали, написали аргументы «за», написали аргументы «против» и смотрите следующим образом. Если у вас не хватает сил, значит, нужно возвращаться к тому, что нужно выделить время на отдых. Если вы находитесь в состоянии 4-8, вас спасает кратковременный периодический отдых. Если вы находитесь в состоянии 8-10, отдых вам совершенно не нужен. Вы на пике эмоциональной производительности, вы на пике творческой производительности. Любое дело вам по плечу, поэтому если вы почувствовали, что у вас есть состояние 8-10, прорабатывать сферу яркость жизни, вы найдете ответы на многие нерешенные вопросы. И тема ведения дневника в колесе жизненного баланса, она построена немножко по очень-очень простой схеме. Мы пишем проблематику по всем сферам, ищем период времени, когда у нас есть состояние 8-10, и в состоянии 8-10 решения, принятые в этом состоянии, они являются близким к действительности, легко для исполнения. Если мы на проблему смотрим через свое состояние 0,4, нам проблема кажется грандиозной в деталях. Мы понимаем нашу беспомощность, мы понимаем то, что ресурсов нам не хватает, мы видим огромное количество проблем, поэтому я вам не рекомендую проблемы решать в состоянии 0,4, потому что вы в состоянии 0,4 получите только большую эмоциональность, но зная, что в состоянии 0,4 решения вы не примете, зачем этим заниматься, потратьте лучше время на что-нибудь более полезное. В следующей сфере духовный рост и творчество, как мы сортируем свои привычки. Самый простой признак – полезное, вредное. Сфера духовный рост и творчество, она отвечает у нас за взаимодействие, за то, что вокруг себя нас окружали те люди, которые готовы к большему взаимодействию с нами. То есть вы или с ними взаимодействуете по уровню, вы сделали вклад в дело окружающего человека, или родственника, друга, знакомых, и он сделал такой же равномерный вклад в то, что мы называем планами, мечтами, назовем это работой. Если у нас происходит дисбаланс, скорее всего, нарушены ваши жизненные принципы, либо вы больше отдаете, больше делаете, чем получаете взамен, либо вы таким образом набираетесь опыта. Остановимся на самом оптимистичном. Таким образом, вы набираетесь свой опыт, значит, вы находитесь в состоянии 0,4, вам важен этот болезненный опыт. В состоянии 4,8 вы получаете опыт на положительных эмоциях, поэтому я перепрыгиваю на следующую сферу, которая называется личностный рост. В сфере личностного роста в состоянии 0,4 вы пытаетесь посмотреть на чужой профессиональный или личный опыт сквозь призму «я об этом знаю, но ничего не буду делать». В состоянии 4,8 вы уже пытаетесь что-то применить к своей жизни, просто пытаетесь применить, не надеясь на результат, вы приобретаете опыт уже в действиях, то есть состояние 0,4 опыт в теории. Я об этом могу рассуждать, я могу сказать, что я считаю интересным, неинтересным. В состоянии 4,8 вы говорите, да, оно мне не нравится, но оно работает. В состоянии 8,10 вы уже больше делитесь своим профессиональным опытом, потому что делиться своим профессиональным опытом – это классно. Если у вас есть опыт какой-то личной эффективности, этим тоже можно заниматься. Почему? Потому что к вашему опыту личной эффективности у вас есть еще огромный плюс, ваша профессиональная деятельность, и, безусловно, не все обладают 30 годами стажа в какой-то одной сфере, но к этому нужно стремиться на сознательном уровне. Следующая сфера – карьера и бизнес. Как здесь саботируются наши привычки? Самое большой саботаж происходит к введению каких-то новых технологий, когда старая и новая технология требуют выбора. И здесь, если мы подходим к этому вопросу осторожно, нужно еще раз
вернуться в сферу духовный рост и творчество, прорабатывать свои карьерные амбиции, прорабатывать принципы взаимодействия и прорабатывать тот вопрос, что случится, если я буду обладать новой технологией и в совершенстве владею новой технологией. То есть вы на уровне сферы духовного роста и творчества должны принять, что вы как человек опытный можете совмещать и пользоваться на ваш выбор и новой технологией, новой привычкой, и старой привычкой, и при этом через полгода можете как наставник через сферу личностного роста заявить: мой опыт использования старой привычки, новой привычки говорит о том, что возникнут такие-то периодические события. Пожалуйста, у кого есть какие мнения, обменивайтесь мнениями, находим общее решение. Таким образом, вы экологично решаете проблему саботажа. Сфера деньги. Как здесь привычка саботажа или саботаж привычки приводит к тому, что вы не достигаете своих целей. В колесе жизненного баланса нету чужих целей. Все цели вы пишете сами, поэтому колесо жизненного баланса, есть, что касается технологий, вы можете посмотреть видео на нашем YouTube-канале, как делать. 2 дня выбираем. Сначала пишем свои планы, потом анализируем взаимодействие в колесе жизненного баланса, но мы не пишем чужие планы. Мы пишем только то, о чем мы мечтаем. Часто вы столкнетесь с той ситуацией, что вы вообще ничего не хотите, но есть единственная сфера, в которых ваши хотелки являются обязательными. Это сфера семья и отношения и яркость жизни. То есть у любого нормального человека есть желание отдыхать и чуть-чуть работать. У любого нормального человека есть желание видеть близко любимую женщину, любимого мужчину. То есть все, что мы называем отношениями, потом мы это все называем семьей. Поэтому колесо жизненного баланса – это не то, что дается нам регулярно. Каждый год мы постепенно осваиваем более тонкие технологии, более тонкое понимание мира. Самое главное, что вы должны понимать, у вас будет периодически возникать желание бросить это, и периодически возникает желание вернуться к этому уже с новыми силами. Итак, в сфере деньги мы прорабатываем привычку саботажа с точки зрения понимания того, что сфера накопления когда-то заканчивается. Вы понимаете, что у вас есть достаточно накопленных ресурсы, эти деньги можно приумножать. Приумножать можно через свою квалификацию, свою экспертизу, то есть вы не доверяете свои деньги другим людям, вы сами пытаетесь какую-то некоторую часть вложить в собственный бизнес, и здесь у нас происходит гармония между сферой карьера и бизнес, и сфера и деньги, потому что карьера и бизнес – это про действия, сфера деньги – это больше про финансовый менеджмент. Как вы можете привлечь деньги в ваш проект, как вы можете привлечь деньги в ваш бизнес, и здесь все упирается по диагонали на сферу семьи и отношения. Если ваши родные и близкие вас поддерживают, вдохновляют, у вас в сфере деньги заметный прогресс. Если у вас в сфере деньги нет заметного прогресса, смотрите на свои взаимоотношения в сфере семьи и отношения. Для некоторых это очень знаковый момент, но для некоторых людей, особенно те, кто находится в состоянии 8-10, семья и отношения – это не помеха в реализации их амбициозных целей, потому что они просто находятся в состоянии 8-10. Такой вот расклад по сфере деньги. Следующая сфера – личностный рост. Я уже об этом говорил. Саботаж в сфере личностного роста заключается в том, что вы уже все в профессиональной сфере изучили, но вам не хочется делиться, вам нужно найти в себе силу, мотивацию или амбициозную цель для того, чтобы стать наставником. Наставником не обязательно становиться для большого количества людей. Вы можете выбрать кого-то из родных, близких, которым вы хотите передать свой личный опыт, и смотреть, как этот личный опыт помогает людям реализовывать свои более амбициозные планы. То есть наставник помогает реализовывать своему подопечному более амбициозные планы. Без наставника подопечный, скорее всего, становится на каких-то целях реальных, то есть он будет находиться в состоянии 4-8 и не захочет ошибаться, потому что ошибаться в состоянии 4-8 – это болезненно, это репутационные риски. Наставник помогает на реализацию амбициозных целей помочь взглянуть с другой стороны. Да, это можно ошибаться, но взамен ты растешь больше, чем твои конкуренты, и в конце концов все, что не получается, можно спихнуть на наставника, но наставник на то и наставник, это его не останавливает помогать вам решать ваши амбициозные цели, он найдет какой-то другой подход, но вы свою амбициозную цель с наставником достигнете гораздо быстрее. Следующая сфера – здоровье и спорт. Здесь у нас совершенные чудеса, то есть мы не саботируем привычки, которые у нас сложились. Почему? Потому что саботаж привычек в сфере здоровья и спорта связан с вашим расписанием. Если спорт у вас регулярно стоит в календаре, еженедельно, вы получаете адаптацию к этим привычкам, к возрастающей нагрузке, а участие в соревнованиях помогает вам окунуться в вот этот эмоциональный фон, когда вы свои запредельные возможности пытаетесь реализовывать, и вот эта вот эмоциональная поддержка,
посмотрите, пожалуйста, на соревнования. Олимпийские соревнования, Олимпийские игры происходят раз в 4 года, то есть заряда энергии на 4 года вполне хватает, чтобы 4 года быть на подъеме, на воодушевлении. Если мы говорим о ежегодных соревнованиях, там уровне чемпионата Европы и так далее, одних соревнований хватает на 1 год, и это является уже общемировой практикой. Спускаемся в самую эмоциональную сферу, сфера друзья и окружение. Как здесь не саботировать свои привычки? Смотрим еще раз на сферу духовного роста и творчества и анализируем свое окружение. Наше окружение, оно обладает своими привычками. Если вы находитесь в более низком энергетическом состоянии 0,4, привычки окружающих для вас будут являться безусловным примером. Мало того, что вы не смеете возражать, они вам будут навязываться, поэтому самый наилучший вариант решения здесь отсортировать тех людей, которые в вашем окружении обладают, на ваш взгляд, на данный момент времени хорошими привычками, берите с них пример, попробуйте, делитесь опытом своих переживаний, взамен вам расскажут, как сформировать эту привычку. И есть вредные привычки, то есть у нас каждая вредная привычка имеет фамилию, имя, отчество, и вредные привычки, вы, видя вредную привычку о других людях, понимаете, что она для вас неприемлема, вы не хотели бы быть в такой вредной привычке, пожалуйста, дистанцируйтесь от этих людей на основании вашего принципа жизненного, что вам проще окружить себя единомышленниками. Итак, возвращаемся в сферу семья и отношения. Как не саботировать свои привычки в сфере семья и отношения, мы понимаем, что самое сложное и самое болезненное – это говорить о своих уязвимостях, о своих сомнениях и планах. Но если вы проработаете колесо жизненного баланса своего любимого человека, вы поймете, что для того, чтобы делиться своими планами и уязвимостями, нужно это делать, когда ваш любимый человек, любимая женщина находится в более высоком энергетическом состоянии. Это состояние 4-8 или состояние 8-10, когда после бурного восторга можете рассказать легко и просто в 2 словах, или там, пускай эта беседа займет 1 час, о своих уязвимостях, о своих сомнениях. Эти минуты откровенности в состоянии 8-10 вашим любимым человеком воспринимаются очень хорошо. Подводим итоги сегодняшнего видео. Как не саботировать свои привычки. Мы используем 2 следующих инструмента. Мы используем свои состояния, это для сферы семья и отношения, то есть ваш любимый человек в состоянии 8-10 готов выслушать о всем вашем сокровенном, и он в состоянии 8-10 даст вам четкий ответ, потому что мы знаем, что в состоянии 8-10, если мы в нем не находимся, ваш любимый человек может со стороны подсказать вам идеальное решение, и это называется инсайт. Самое главное, что мы должны понять, когда происходит саботаж привычек, мы можем подтвердить важность привычки. Важность привычки подтверждается вашими действиями. Вы легко находите средства единомышленников для того, чтобы призывать свои привычки. И самый главный ответ, как часто возникает саботаж, опять смотрим на состояние. В состоянии 0,4 саботаж привычек у нас преследует регулярно, можно сказать, ежемесячно. В состоянии 4-8 мы подтверждаем актуальность цели. В состоянии 8-10 мы видим саботаж привычек в окружающих нас людях, но для нас это несложно подсказать им какой-то идеальный выход из ситуации. Поэтому миссия колеса жизненного баланса Long Swim – быть ближе к состоянию 8-10, чтобы в вашем профессиональном и личном долголетии вас окружали те люди, с которыми вы с детства давно, ваши родственники, друзья и знакомыми, и вы в состоянии 8-10 сможете им вселить веру в профессиональное и личное долголетие. Всем, кто смотрел это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, не забывайте нажимать кнопку «Поделиться», у вас все получится, я в вас верю.